Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня наш новый выпуск на тему «Голод – это самое лучшее, что ждало русских девушек в татарском плену». В те далекие времена, когда Русь подвергалась набегам иноземных захватчиков, особенно страшно было услышать, что к селам и городам приближаются полчища монголо-татар. Если люди успевали, то они прятали жен и детей, а если нет, то их ждала незавидная судьба. Особенно старались прятаться в знатных семьях, так как для русских княгинь считалось хуже смерти попасть в плен к монголам. Что ждало знатных красавиц в татарском плену? Почему они так этого боялись? Стоит начать с того, что многие летописные источники, рассказывавшие о монголо-татарском нашествии, пропали. Документы и книги сожгли во время этих набегов. Поэтому на достоверность сведений очевидцев, живших гораздо позже этих времен, как вы сами понимаете, надеяться не следует. Летописи много раз переписывали. Летописцы включали свою точку зрения о давно прошедших событиях, а то, на что мы опираемся сейчас, это домыслы и сопоставления чудом сохранившихся фактов. Кстати, о характере самого Чингисхана тоже существует множество мнений. Но многие историки уверенно придерживаются того, что предводитель монголо-татарского воинства был человеком ужасно жестоким, получавшим истинное удовольствие от разорения русских земель и похищения женщин, особенно красивых. Ведь таких среди монголок было крайне мало. Особенно популярна работа историка Александра Бахтина, утверждавшего, что все-таки было на самом деле. Русские князья сами предлагали Чингисхану своих дочерей, лишь бы монголы не топтали своими конями поселения. Что потом происходило с этими женщинами, неизвестно, ведь Бахтин, между нами говоря, также делал лишь предположения. Между прочим, в плен к завоевателям попадали не только русские женщины. Точно известно из китайских летописей о том, что в наложнице Чингисхану была отправлена принцесса Цигогу Иджу, дочь императора Вэйшао Вана. Также была передана в дар монголам Чахан, дочь предводителя хашинов, и многие другие дочери вождей. В XII веке Русь распалась на мелкие княжества, постоянно воюющие между собой, поэтому ставшие легкой добычей для монголов. С одной стороны война внутри княжеств, с другой набеги монголо-татарских войск не могли не сказаться на положении женщин. Жить стало хуже. Многие погибли во время сражений, стали жертвами насилия, потеряли мужей, детей и все имущество. А многие еще и попали в плен, в ужасные условия, изнемогая от издевательств и голода. И в этом в первую очередь виноваты были князья, которые, разругавшись между собой, не могли защитить свой народ и своих женщин. Кроме того, на земле легла непомерная дань, которую должны были платить оставшиеся в живых жители русских княжеств. А кто это был? В основном женщины и дети, вынуждены работать гораздо больше, чем раньше, обеспечивать расходы князей, да еще и откладывать на оброк. Но потерянная свобода в ходе завоеваний – это было совсем непосильным бременем для женщин, ведь в ходе завоевания татары старались схватить добычу помоложе, да познатнее для получения денежной выгоды. По свидетельствам историков, за 2 века нашествий через рынок Кафа и Феодосии прошли 6-7 миллионов человек, в большинстве своем молодые женщины и девочки от 8 до 24 лет. В поздних летописях монголо-татарские захватчики описаны как изверги, нападавшие на русские села и города, убивавшие всех и вся. А с тех, кто оставался в живых, татары требовали дань. Часто, если людям было нечем платить, воины отбирали девушек и женщин, оставляя людей в великом горе. Если же захватчикам попадались родовитые дамы, то это считалось очень хорошей добычей. Княжну можно было выгодно продать ханам или же на невольничьем рынке в Феодосии куда-нибудь в турецкие гаремы. Для обычного монголо-татарского воина привезти с собой княжну считалось неслыханной удачей. Он продавал ее в ханскую ставку, получал барыш и повышение по службе. Нередко татары сами требовали у русских князей отдать им дочерей, чтобы те вышли замуж за ханских сыновей. Тогда князья могли действовать даже на своих условиях. Были и такие случаи, когда отцы сами отдавали дочерей, лишь бы монголы не нападали на их земли в течение определенного периода. Кстати, русские князья также охотно женились на знатных татарках. К примеру, дочь хана Тогрула Кончака, в православии Агафья, была замужем за князем Юрием Даниловичем Московским.
Правда, брак продлился всего год. Кончака скоропостижно умерла во время родов. Федор Черный, князь Ярославский, женился на дочери Менгри Тимура, которая влюбилась в него, пока он был в плену. Но все же таких случаев было мало. По одной версии, Чингисхан имел лишь одну жену, а остальные принцессы, попавшие в его гарем, становились наложницами. Были такие историки, которые считали, что в те времена процветало многоженство, и, возможно, большая часть красавиц попадала к вельможам, и жили они в качестве жен. Но есть мнение, что с любыми женщинами, которые попали в плен к монголам, воины не церемонились. Судьба большинства взятых в плен русских девушек была невеселой. Женщины из боярских домов становились наложницами или прислужницами у знатных монгольских воинов, а простые крестьянки с миловидной внешностью жили у обычных солдат, ублажали их, готовили, вели хозяйство, часто получая пинки от родных монгольских жен. Но бывало и так, что знатных женщин, наскучивших хозяевам, передавали дальше, воинам. О судьбе русской женщины, попавшей в плен к монголам, хорошо говорят слова народной песни «Как за речкою, да за Дарьею». В песне показана более или менее приемлемая судьба девушки. В большинстве же своем женщины или умирали в дороге, или жили в вечном позоре, прислуживая насильникам и живодерам. Опять же, по мнению Бахтина, унизить вражескую женщину считалось одним из самых благородных поступков монгольского воина, поэтому ими пользовались прямо в дороге. Женщины были для татар простым товаром. Они и перевозили их как товар, как ходячие мешки с картошкой, по пути издеваясь и насилуя. На большие расстояния пленницы шли пешком. Куда направлялись кочевники, туда и тащилась их добыча. За редким случаем, если дама была особенно знатной и красивой, ее сохраняли в пути для того, чтобы цена при продаже стала выше. Иногда на завоеванных территориях власть ханов признавали сразу, без боя. И в качестве дани передавали монголам не только золото и продукты, но и женщин. А так как захватчикам большое количество рабов не требовалось, их же тоже надо было хоть скудно, но кормить, то бедолаг гнали на юго-восток, продавали в Турции на рабовладельческих рынках. Некоторые историки сообщали, что женщины шли в лохмотьях, даже совсем нагими, питались падалью или остатками со стола. Если в пути кто-то болел, их бросали без всякой помощи. Русский народ не всегда сдавался на милость захватчикам. Отпор был, как мы знаем, неимоверным. Если поначалу татары брали только дань в виде золота и зерна, то потом захватчики обнаглели и стали требовать самых красивых женщин на Руси, дочерей и жен самых знатных князей. И часто получали отпор. Дерзкий хан Батый однажды потребовал, чтобы князь Федор отдал свою жену и дочь в наложницы монголам, на что Федор ответил: «Ты сначала нас завоюй, а потом уже требуй в свое нечестивое ложе наших девушек». На такие слова Батый отомстил жестоким набегом. Федора убили, другие князья русские были казнены, а женщины уведены в рабство. Однако жена Федора, Евпроксия, не стала ждать, когда монголы явятся за нею, и бросилась из окна в высоком тереме. Многие княжны, не желая попасть в руки захватчикам, но понимая, что этого не избежать, прыгали с высоты или топились в реках. Сохранилась история о том, что когда воинство подошло к Киеву, в Софийском соборе собралось несколько десятков женщин, жен знатных вельмож. Они погибли в этом соборе, но в руки врагов не сдались. Если быть точным, за все время в плен к татарам попала всего одна великая княгиня – Агафья, жена Юрия Всеволодовича. Во время осады города Владимира Агафья с детьми остались в стенах крепости. Правда, тут мнения расходятся. Одни летописи говорят, что Агафья погибла, когда горел Успенский собор, сражаясь за семью, а другие, что ее захватили приспешники Батыя и увели в плен, потом жестоко замучили в ханском шатре. В любом случае, княжна или крестьянка, неважно, попасть в плен было страшно. Ничего хорошего русским женщинам монгольское рабство не сулило, поэтому многие, слыша о набегах, старались покончить с собой, пока их не схватили татары. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбор выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.